Шел 1940 год. Пожар войны все сильнее разгорался на земном шаре. Партии и правительство Советского Союза всеми средствами старались сохранить мир для страны, насколько это окажется возможным, на год, на полгода, на месяц. Понимая, что войны не избежать, стремительными темпами проводилось перевооружение Красной Армии, оснащение ее современной техникой. На армейских совещаниях анализировался опыт боевых действий против агрессоров, разбирались итоги войсковых учений. Прорвавший неприступную линию укрепления противника, нанесен сокрушительный удар не только непосредственно противнику, но и всем тем, кто на Западе вынашивает агрессивные планы против СССР. Наши доблестные воины в боях проявляли беспримерную отвагу и мужество. Да здравствует победоносная Красная Армия и могучий военно-морской флот! Товарищи, может быть, нам следует послушать тех, кто лично участвовал в боевых действиях? Правильно. Пусть этот майор выступит. Дай ему слово. Слово предоставляется майору Звягинцеву. Ленинградский военный округ. Это ты, что ли? Мужество, героизм воинов был массовый, это верно. Но противник, создав предполье перед главной полосой обороны, разрушая за собой все мосты и дороги, обеспечил себе возможность более упорного сопротивления на этом участке. И преодолеть это сопротивление можно было только имея полноценное техническое обеспечение. А у нас его не было. Не было. Каждый метр пройденного пути, каждую заколоченную под снайперским огнем сваю, каждый пролет наведенного моста нам приходилось оплачивать большой кровью. Мы не жалуемся. Нет, война – это лишение, кровь. Но если бы мы имели полноценное и правильно распределенное техническое обеспечение, если бы мы имели достаточно инженерной техники и по-настоящему подвижные саперные части, тогда... Скажите, товарищ Звягинцев, вы, следовательно, считаете, что инженерные войска должны обладать техникой такой же подвижности, как и все остальные рода войск? Мы вас правильно поняли? Конечно, товарищ Сталин, именно так. Только в этом случае мы сможем обеспечить быстрое продвижение другим родам войск, особенно танкам и артиллерии. Научиться по-современному отрабатывать взаимодействие родов войск – важнейшая задача нашего комсостава. Надо расклевать культ преклонения перед опытом гражданской войны. Принять оперативные меры к разработке новых видов оружия. Перестроить боевую подготовку войск и штабов применительно к требованиям современной войны. А войны, товарищи, нам не избежать. Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджигателей войны. Отправил записку, не уверен был даже, что она дойдет. Вот и все. Да, но ты все-таки написал, кто ты есть. Может быть, они приняли тебя за генерала? Пожалуйста. Спасибо. В 525-м есть кто-нибудь? А вас переселили, товарищ командир. И вещи ваши перенесли в отдельный номер. Чемоданчик. А зачем? Ведь мы же уезжаем сегодня стрелой. Не знаю. Распоряжение дирекции. По коридору направо. Спасибо. Здорово. Четко работает. Поздравляю. А какие ты выводы сделал из его речи? Надо армию укреплять. Все-таки не избежать войны с Гитлером.
Да, конечно. Воевать придется, рано или поздно. Вот хорошо бы не рано и не поздно. Сейчас рановато. Вот кое-какие выводы сделаем, тогда пусть лезут. Послушай, Тойва, может быть, немцы останавливаются там лишь на время. Ведь Германия заверила наше правительство, что его войска находятся в Финляндии транзитом. Маскируют военную технику. Копают подземные склады. А вы, товарищ Тойва, вы не преувеличиваете всего этого? Ну, количество офицеров, штабные машины. А вам хочется, чтобы я преуменьшил? Ну ладно, ладно, спасибо тебе. Иди отдыхай. Вот схема инженерных сооружений, сделанная Тойва. Назначение некоторых объектов на ней непонятно. Судя по данным, это штаб дивизии. Подымай выше корпуса. И должен заметить, что этому человеку я верю как самому себе. Он опытный разведчик и старый член партии. Все хмуришься? Разведчик этот из головы не выходит. Да, сведения у него тревожные. Значит, война? Ну ты сразу в крайность. Вот что, Звягинцев, махнем со мной к брату. Негоже одному в праздник. М? Может, сбежим? Как тебе не стыдно? Нет, я сегодня не могу. Почему? А у меня дорогие гости. Эти? Да, мой дядя. Майор тоже? Товарищи, еще и... Алло, куда? Нет, спасибо большое. Спасибо. Не могу. Честно говоря, я вам завидую, Алексей. Вы уже воевали, сумели отличиться. Да завидовать нечем. Каждый делает то, что ему положено, а я человек военный. А я в его год тоже таким был. Не терпел с крылышки поопалить. Скажите, Иван Максимович, а вот в штурме Зимнего вы принимали участие? Нет, не довелось. Я в ту ночь и близко там даже не был. Я по заданию ревкома за Нарвской стоял у склада с оружием. Так что революция, можно сказать, совершилась без моего участия. Интересно, а что вы думали, когда стояли на посту? Думал, принесут мои товарищи тулуп или не принесут. Мороз был стильный. Слушай, давайте с вами танцевать. Давайте. Давайте. Папа. Алексей, пойдемте танцевать. С удовольствием. Она, кажется, ревнует. Ну и пусть. Не боитесь? Скажите, Алёша, а могла бы я быть там, на фронте? Ну, раз вы выбрали профессию врача. Нет, я не об этом. Просто мне интересно, смогла бы я выдержать? Думаю, смогли бы.
Майор Данвиц был одним из адъютантов Гитлера. Данвиц не играл никакой роли в высокой политике, но Гитлер покровительствовал своему любимцу за его готовность повиноваться ему по первому слову и видел в нем идеальный продукт своей системы, своего воспитания. Слушай, мой Данвиц, и запомни на всю жизнь азбуку современной политики. Пока существует большевистская Россия, моя цель сделать Германию властительницей мира недостижима. Ты понял меня? Да, мой фюрер. Час пробил. Ты слышишь, Данвиц? Мы приняли решение и не отступим от него. Россия будет раздавлена. Первым падет Петербург. Да, Петербург. Их святыня. Но это не главное. Мне нужен Балтийский плацдарм. Мы нанесем удар по Москве с севера. Это будет неожиданностью для Кремля. Мой фюрер, я прошу у вас высокой награды. Я хочу быть там, на востоке, в первых рядах наших войск. Я хочу быть первым, кто вернется к вам с вестью о великой победе. Тот мир, который я построю, будет принадлежать таким, как ты, Данвиц. Прибыл в ваше распоряжение, господин фельдмаршал. Фельдмаршал Риттер фон Лейб, командующий группой армий «Север». Майор, ich habe beschlossen, Ihnen einen verantwortlichen Auftrag zu geben. Я решил возложить на вас ответственное поручение, майор. Kommen Sie an die Karte. Подойдите к карте. Мы прорываем оборонительные рубежи Прибалтийского военного округа, который большевики называют «особый». Захватив Псков и остров, мы получаем полный оперативный простор для удара на Петербург. Вам понятен мой замысел, майор? Это великолепно. Задача прорыва возложена на 4-ю танковую группу генерал-полковника Хепнера. Я приказал ему создать передовой ударный отряд. Мне предстоит решить, кому поручить командование этим отрядом. Вы молчите? Я почел бы за великую честь. Я ожидал такого ответа. Мне известно, какое доверие испытывает к вам фюрер. Вы понимаете, какая ответственность возлагается на вас. Моя жизнь принадлежит Великой Германии и фюреру. Жизнь каждого из нас принадлежит Великой Германии и фюреру. В те предвоенные дни секретарь Ленинградского горкома партии Кузнецов Алексей Александрович был крайне встревожен положением на границе с Финляндией. Андрей Александрович, я только что из штаба округа. Решил сам все выяснить. Сведения подтверждаются. Ну и что же вы выяснили? Концентрация войск противника теперь уже открыто наблюдается вдоль всей финской границы. Нужно срочно связаться с Москвой. Необходимы экстренные контрмеры. ЦК знают. На западных границах происходит то же самое. Как же тогда понять заявление ТАСС? По категоричности выражений угадывается рука товарища Сталина. Да, вы правы. Цель товарища Сталина ясна. Во-первых, надо успокоить возможное опасение Германии. Вы же знаете, что в западной печати регулярно публикуется дезинформация о том, что будто бы мы первыми собираемся начать войну. Это я понимаю. Ну, а во-вторых, заявление ТАСС – это зондаж, так сказать, пробный шар, чтобы побудить Германию выступить с аналогичным заявлением
относительно Советского Союза. И все-таки на месте военных я бы двинул некоторые части округа поближе к границе. Ни в коем случае. Нельзя давать немцам никаких поводов для провокаций. Ну, а форсированием наших работ по укреплению границы вы займетесь и поактивнее займетесь, пока я буду в отпуске. Значит, едете? Да, товарищ Сталин настоял. Тетя Маша! Тетя Маша! Голубочка ты моя, мы все вагоны обошли, нет тебя! Ладно. Дай мне на нее посмотреть. Господи. Какая ты красивая стала. Думали, уж не дождемся. Ну, как отец, как мать. Все живы-здоровы, вам привет от всех. Спасибо. А как Питер-то живет? Ой, да Питер стоит на месте. Господи! Верочка, вот так встреча. Здравствуй, Толя. Здравствуй. Познакомьтесь, это Анатолий. Он тоже из Ленинграда. Тетя Маша. Он здесь Анатолий. случайно. Очень Так, приятно. так. Случайно, значит. Да, решил отдохнуть в вашем городке. Родственники у вас здесь имеются или знакомые? Нет, просто ребята с курса в Сочи собрались, а я решил наугад. Разложил карту, ткнул пальцем, попал в Белокаменск. Вот и хорошо. Что ж, думаю, название красивое. Красивая, красивая. Красивая. Так, так. И надолго пожаловали? Ну, сегодня 20 июня, значит, 2 месяца, 11 дней я вольный казак. Вольный, значит. Ну что же. Пошли, Верочка. Подскажу, где комнату снять. Спасибо. Ты должен сегодня же уехать. И не подумаю. Ты что, не понимаешь, что это неприлично? Они бог знает, что могут подумать. Верочка, ну не мог же я уехать на все лето, не помирившись с тобой. Карту пальцем ткнул. Ты что, их за детей считаешь? Ну почему? Очень милые, симпатичные люди. Секретность должна быть абсолютной. Итак, первое, что необходимо усвоить всем. От генерала до солдата. Война с Россией, которую мы начинаем, не может вестись по-рыцарски. Это будет война идеологических и расовых противоположностей. И вести мы ее будем самым безжалостным способом. Многие думают, что я хочу завоевать эту страну. Нет. Я хочу ее уничтожить. Физически уничтожить эту расу. Всю эту смесь славян, азиатов, евреев, цыган, недочеловеков, возомнивших себя людьми. Садитесь. Европейская часть России должна быть разделена на протектораты. Украина превращена в буферное союзное с Германией государство. Прибалтика и Белоруссия будут присоединены к Германии. Кавказ с его нефтяными районами перейдет под управление немецкого управляющего. Вся операция займет 1,5 месяца. Максимум 2. Меня могут упрекнуть. Борьба и снова борьба. Но я вижу в борьбе сущность всего живого. Никто не может уклониться от борьбы, если не хочет погибнуть. Численность населения растет. Это требует увеличения жизненного пространства. Для этого необходима война. Я не для того создал вермахт, чтобы он не наносил ударов. Во мне всегда была внутренняя готовность к войне. Товарищ Сталин, получена шифровка чрезвычайной важности из Киевского военного округа. Командующий докладывает о переходе через границу немецкого солдата. Перебежчик заявил, что в его части оглашен приказ начать боевые действия против СССР на рассвете завтрашнего дня. По словам перебежчика, он является коммунистом, другом Советского Союза.
и решил рискнуть жизнью, чтобы предупредить нас. Продолжайте. Нами подготовлен проект приказа о приведении войск западных округов в полную боевую готовность. А вы можете поручиться, что этого перебежчика не подбросили сами немцы? Вы уверены, что это не провокация? Несколько раз мы получали сведения о готовности Германии напасть на Советский Союз. Сроки назывались разные. Теперь 22-е. Все это для слабонервных. Нет, товарищ Сталин. Перебежчик не врет. Покажите вашу директиву. Предлагаемую вами директиву, надо полагать, преждевременной. Подготовьте другую, более короткую. О том, что в ночь на 22 июня на границе могут произойти провокации. Войны не миновать. Но Гитлер не может быть настолько глупым, чтобы начать войну против нас именно сейчас, не покончив с Англией. Не исключено, конечно, что ему удалось договориться с Англией. И Черчилль убедил немцев перенести удар на восток. Тогда Гитлеру тем более нужен повод, чтобы оправдаться в глазах общественного мнения. А мы не дадим ему этого повода. Провокациям надо быть готовыми, но на них не следует поддаваться. Тишина. На всей советской границе от Белого до Черного моря в эту светлую ночь была странная тишина.
Сталин. Товарищ Сталин, говорит Жуков. Звоню по поручению наркома обороны. Немцы бомбят наши города. Вы меня слышите? Где нарком? Говорит ПВЧ с Киевским военным округом. Немедленно приезжайте в Кремль вместе с Тимошенко. Враг бомбит Ригу, Минск, Могилев, Киев, Одессу. Его войска атакуют нашу границу по всему Западному фронту. Германское правительство объявило нам войну. Надо немедленно всеми имеющимися в приграничных округах силами задержать дальнейшее продвижение противника. Не задержать, а уничтожить. Давайте директиву. Но прикажите, пока не пересекать границу. Кроме авиации. Эта война навязана нам не германским народом, не германскими рабочими, крестьянами, интеллигенцией, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы. Красная армия и весь наш народ вновь поведут победоносную Отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Военком у себя? Да, пожалуйста. Спасибо. 8-я линия. Секретарь Горкова. Ваше вызывание. Ваша фамилия? Вот здесь. Вадим адрес, Никитин, всё. 10 классов. Ага. Добрый день. Что делать, товарищ Кузнецов? Голова кругом идет. 1500 заявлений только за 2 часа. Думаю, радоваться надо. Приказ о мобилизации еще не объявлен. Что делать? Что им отвечать? Ведь тут и старый млад. Ну, посмотрите сами. На Шауляйском и Раво-Русском направлении вражеские части, вклинившиеся на нашу территорию, разбиты и отброшены за границу. На юго-западном направлении наши войска отбили захваченный немцами Перемышль. На других направлениях наше контрнаступление не достигло поставленных задач. Здесь, здесь и здесь. На Минском направлении танковые группы прорвали нашу оборону и стремятся клещами охватить город. Здесь и здесь. Ослабленные большими потерями, советские войска, несмотря на
самоотверженное сопротивление не смогли остановить врага и ликвидировать его глубокие прорывы в Прибалтике. Здесь, здесь и здесь. Как это могло произойти? Почему наши войска отступают? Задавал себе вопросы Сталин. Годами укреплявшаяся в нем вера в свою непогрешимость и безошибочность своего предвидения, в только ему присущую способность принимать единственно верные решения, не давали Сталину возможность найти правильный ответ на вопрос, в чем заключался просчет. Однако очень скоро его воля возьмет верх над потрясением, и он снова станет тем Сталиным, каким его привыкли видеть. А пока лавина дел обрушилась на Политбюро, ЦК, Генштаб, наркоматы, никто не бездействовал. В те жаркие июньские дни 1941 года немецкие военные сводки сообщали лишь об успехах, о километрах победно пройденного пути, о захваченных населенных пунктах перечислялись трофеи. Но не говорилось о том, что на Украине советские войска сорвали немецкий план стремительного прорыва к Киеву, не сообщалось, что неколебимо стояла осажденная Брестская крепость, что захваченный немцами Перемышль был отбит Красной армией. Эти сводки молчали о том, как героически сдерживали натиск врага 4 советские дивизии в Минском укрепленном районе, как стартовали в бессмертие летчики, таранившие вражеские самолеты. Что случилось? Господин майор, по этому лесу проходит старая граница. Здесь у большевиков начинается линия Сталина. Глупости. Русские давно демонтировали. Вперед! Слушаюсь. Господин майор, наши связисты обнаружили телефонную линию русских и подключились к ней. Просит подкрепление. Дальше, дальше. Им приказывают покинуть бункер и отходить. Передайте приказ сдаться.
Русский солдат в бункер. Вы окружены. Вы должны быть свой командир и комиссар уходить. Вы остаетесь и живете. Иначе вы будете защищен немецкий огнемет. Was sagen Sie? Что они говорят? Schwer zu übersetzen. Трудно перевести. Beschimpfen unsere Mutter? Что-то про нашу матушку и про фюрера. Sie weigern sich rauszukommen. Они отказываются. Müller! Flammenwerfer! Мюллер, сжечь их. Was soll das? Что это? Wer hat den Bunker gestürmt? Кто взорвал бункер? Die Russen haben sich По-моему, selbst... русские сами себя взорвали, господин майор. Es waren 5, Herr Major. Их было 5, господин майор. Ivanov, ВКПП. Васильев, ВКПП. Коростылев, ВЛКСМ. Аганов, ВП. Кузьмин, ВП. Und was heißt das? Что это значит? Wahrscheinlich eine neue Organisation. ВП, очевидно, у Советов есть еще какая-то организация. Ничего, спасибо. Хотите? Ну что, не нужно. Берите, берите, берите. Студенты? Угу. На каникулы ездили? Угу. Неподходящее время. А что поделаешь? Толя заболел, воспаление легких. Ну и пришлось задержаться. Муж? Нет, что вы. Просто мы были вместе. Понятно. Как зовут-то вас? Вера. А его Анатолий. А вас? Кравцов. Вера, пересядь на мое место. Здесь больше воздуха. Толь, зачем ты так? Переживет. Нашел время заигрывать. Какая глупость. Ну не сердись на меня. Я знаю, что веду себя глупо. Но поверь, мне обидно. Мне кажется, что все смотрят на меня как на уклоняющегося, понимаешь? Уже больше недели война, а я болтаюсь неизвестно где.
Толя! Это вы? Я. Сломай-ка мне палку, Толя. Что? Костыль. Ранен я. Можно посмотреть, я медик. Смотри, коль медик. Я сейчас. Нужно перевязать. У вас что-нибудь есть? Я сам. Извините. Вот, рви. Значит, на каникулы поехал и заболел? Да, у него воспаление легких было. Что ж, может, это и к лучшему. Что вы хотите этим сказать? Я из-за этой проклятой болезни не мог в военкомат свой попасть. А может, тебе повезло. Если бы ты в первый день на фронт пошел, то, может, тебя и в живых не было. А ты живешь, понял? Вы глупости говорите. Толь, ну зачем ты так? Товарищ просто шутит. А я подобных шуток, да еще в такой момент, не признаю. Я, к вашему сведению, комсомолец. А разве комсомольцам жить не хочется? Ею жизнью-то и партийные, говорят, не бросается. Лишний день пожить, за это любой цепляется. Если он с головой, конечно. Ну вот что. Я вас понял. Трусов презирал и презираю. И нам с вами не по пути. Идем, Вера. А меня, значит, бросите? Раненых бросать комсомольцам тоже не полагается. Толь, мы должны его довести. Но, знаете, честно говоря, мне ваши рассуждения тоже кажутся странными. Ну ладно. До ближайшего жилья мы вас доведем. А там, надеюсь, обойдетесь без нашей помощи. Ну вот и хорошо. Эй, товарищ! Здравствуйте. Добрый день. Скажите, товарищ, где мы находимся? На земле находимся. Да я понимаю. С поезда мы. Разбомбили нас. Мы в Ленинград ехали, а теперь вот... Так. Чё, пулей задело? Да, с самолета. А вы местный? Из Клепиков. Жогин моя фамилия. Вот что, Жогин, двигай в сельсовет, скажи, чтоб скорее подводу прислали. Торопитесь. А стоит ли? Отойдите-ка, ребята, в сторону. Нам надо с товарищем немного поговорить. Детектив какой-то. Я еще в поезде понял. Подозрительный тип этот Кравцов. Старик этот тоже какой-то странный. Говорит какими-то намеками. Ну, я ему сейчас скажу. Толя. Подожди. Ну так что, переговоры окончены? Здесь немцы, Толя. В соседнем селе. Что? Жогин обещает укрыть нас у себя. У них немцев пока нет. Я понял, Толя, что тебе можно верить. Возможно, что до Ленинграда нам придется добираться врозь. Так вот, если ты там окажешься раньше меня, то в первый же день пойдешь на Литейный проспект в Большой дом. Бюро пропусков, по телефону свяжешься с майором Туликовым. Скажешь, что от Кравцова. Передашь. Товары завезены. Магазин откроется в положенный час. Повтори. Магазин откроется в положенный час. Неверно. Ты пропустил, что товары завезены. Нет, я помню. Хорошо. Твоя фамилия? Кто отец? Болицкий. Отец архитектор. Известный. Не годится. Твоя фамилия Авилов. Повтори. Авилов? Твой отец умер в 19-м году. Он был офицер. Тебе известно, что его расстреляла ЧК. Понял? Ну зачем все это? Слушай. Ты воспитывался в детдоме. Ненавидишь ЧК, НКВД и все такое прочее. Но кому я должен все это сказать? Немцам, если придется. Все. Верь ни слова. Вы ей не доверяете? Доверяю, но она девушка может не выдержать. А ты? Что бы ни случилось со мной, с нами, должен выполнить задание.
Должен. Понял. Я с тобой с Верой не знаком, случайно встретились в поезде. Все понял? Все, товарищ Кравцов. Ну вот и хорошо. Возьми чемодан. Бросай, Толя, подальше. Значит, вы полагаете, что враг может подойти к Ленинграду с юга? Мы обязаны предусмотреть и такой вариант, товарищ член военного совета. Немцы на полпути между госграницей и Псковом. Рубеж предполагаемого строительства? Вот здесь, по реке Луги. Сколько вам понадобится времени для строительства предполагаемого рубежа? Силами наших инженерных войск не менее 3 месяцев. А надо за 2-3 недели. Мы привлечем всех, кто не в армии. И я верю. Ленинградцы поймут нас. Тем более, что у нас уже есть опыт, Андрей Александрович. С помощью гражданского населения работы на Карельском перешейке резко ускорились. Жданов, хотел бы переговорить с товарищем Сталиным. Товарищ Сталин, военный совет полагает срочно начать строительство оборонительного рубежа в районе Луги. Примерно в 150 километрах от Ленинграда. Да, но для строительства рубежей такой протяженности у нас не хватает саперных частей. Нет, мы на это не рассчитываем. Есть предложение привлечь к работам широкие слои населения. Понимаем. Но это не вызовет никакой паники в городе. Я уверен, что люди поймут сложившуюся обстановку и поддержат нас, товарищ Сталин. Товарищ Сталин дал согласие. Вопрос о привлечении населения мы поставим сегодня же на совещании секретарей райкомов. Черт знает, что такое. Рыть канаву в таком месте. Это, дяденька, не канава, а траншея, что под самолетом с нее пикировать. Прекратите! Прекратите работы! Прекратите! А в чем дело, гражданин? Здесь копать нельзя. Это вредительство. Какое вредительство? А ну, предъяви документы. При чем здесь документы? Каждому должно быть ясно. Рыть траншею около такого здания – это угроза фундаменту. Дом осядет, даст трещину. А вы уверены в этом? Разумеется. Я архитектор. В городе построено много зданий по моим проектам. Я сказал, прекратите работать! Вот здесь у нас слесаря, бухгалтер, продавщица вот, а строитель ни одного. Вот вы-то нам и нужны, товарищ архитектор. Бог мой. Где ты был? Работал. Ты думаешь, я никому не нужен? Куда ты? Я еще повоюю. Итак, будем создавать новый оборонительный рубеж по реке Луга.
Все ваши соображения доложите мне в 2 часа. Ясно? Ясно? Ясно. Можете идти. Но как же так, Павел Максимович? Ведь у нас там абсолютно ничего нет, ни частей, ни... Ведь весь наш план был рассчитан на северное направление, а Прибалтийский военный округ... Прекратите болтовню, майор Звягинцев. Идет война. И она решается не на трибунах. Ты можешь понять это? Я все могу понять, товарищ полковник. А сейчас более чем когда-либо я уверен, что мое место не в штабном кабинете, а в войсках. Я имею опыт финской войны, я строевой командир. Ах, вот оно что. А как ваша фамилия? Суворов или Кутузов? Руководство войсками изволите взять на себя? На белом коне шашку наголо, рысью на танке марш-марш! Товарищ полковник, вы не имеете права. Я не побегу от врага. Если надо, сумею умереть там, где буду стоять. А ты место себе не выбирай. Стой и умирай там, куда партия тебя поставит. Что мне надлежит делать? Выполнять приказ. Вот так-то, Алексей. Спрашивать легче, чем отвечать. Иди. Нет, нет, ничего, Иван Максимович. Просто я хотел узнать, Вера вернулась? А что, разве она не одна поехала? Понимаю. Вы ей все-таки сообщите, чтобы она возвращалась скорее. Да-да. Здравствуйте. С кем имею честь? Королев я. Иван Максимович, рабочий с Кировского завода. И чем могу? Я насчет сына вашего. Вы никаких известий от него не имели? Не понимаю. Мой сын уехал на Кавказ. А что? В Белокаменске был ваш сын, Анатолий. Вместе с моей Верой. Я вчера звонил к тетке ее. Сказали, что уехали. Нет, позвольте. Так что же дальше? Вы мне ничего не рассказали. Так а что же рассказывать-то? Что знал, то и сказал. Я думал, что вы больше меня знаете. Федя, кто этот человек? Я слышал, он про Толю что-то сказал. Пришел сообщить, что твой сын впутался в какую-то романическую историю. Связался бог знает с кем. Что он нас обманул. Что ты говоришь? Мальчику на фронт идти, а ты... Не беспокойся, Маша, ему это не грозит. Нет, Федя, нет. Ведь война... Студентам последнего курса дана отсрочка. Я сам читал, а война продлится недолго. А этот человек знает, где Толя? Нет. Ему кажется, что он уехал вместе с его дочерью. Куда? Не знаю. Не знаю. А почему Кравцов ушел от нас? Откуда я знаю? Может, у него тут знакомые? А почему он сказал, что мы не должны знать друг друга? Элементарная предосторожность. Чтобы один в случае чего не тянул другого. Ты думаешь, такой случай возможен? Ничего я не думаю. Ты спросила, я ответил. Ну что ты волнуешься? Не надо. Я уверен, все кончится благополучно. Ты не бросишь меня? Верочка, родная, ну что ты, ничего не бойся. Я всегда буду с тобой. Раньше я сам не понимал, что люблю тебя. Думал, что это так, временно. Но теперь знаю, что на всю жизнь. Знаю, что другой такой не будет. Мы всегда будем с тобой вместе. Мне теперь кажется, что мы никогда не будем больше вместе. Что ты, замолчи! Нет. Может быть, это последние минуты. Последние часы, когда мы вместе. Что ты говоришь? Я должна тебе сказать. Я очень много должна тебе сказать, Толя.
Если нам придется не быть вместе, ну не быть. Я хочу, чтобы ты знал, что ты был самым дорогим для меня, самым любимым. Господи, я проклинаю себя за то, что я боялась нашей любви. Beeilt euch mal ein bisschen. Ich schupp mal auf. Haus ist leer. Ist auch nicht. Kommt mal her, kommt gleich das mal. Guck mal aufs Dach. Ist hier jemand? Ein schönes Pärchen. Kommt mal her, Kameraden. Что вам надо? Пусти! Пусти! Пусти, гад! Коля! Скотина! Смотреть на господин майор. Майор Данвиц есть офицер немецкой армии. Он приказывает тебе говорить одна правда, иначе расстрель. Ты понял? Расстрель. Нет, нет, я буду говорить правду. Я говорить правду. Ты знаешь этот человек? Отвечай. Мы в поезде встретились. Случайно. Ты знаешь, кто он есть? А черт его знает, кто он такой. Я же сказал. А кто ты есть? Я студент. Обыкновенный студент. Большевик? Комсомол? Нет, что вы. Хорошо. Er behauptet, dass Sie ihn dazu gezwungen haben. Ja, ja, ich habe alles verstanden. Er lügt. Господин майор сказал, что ты лгун. Ты из одной шайки этот чекист. Ты его помощник. Кто? Я чекист? Значит, не знаете, юноша. Кравцова, товарищ. А вот нам он хорошо известен. На всю жизнь запомнили. А ты, гражданин начальник, ГПУшник проклятый, неужто забыл, как Жогина раскулачивал, да в Сибирь его ссылал? Это он мне руки вязал, когда я на их колхозную братью с топором пошел, добро свое кровное оберегая. Ну, господин офицер, поверьте мне, я не лгу, не лгу. Я никогда не знал этого человека. И если он чекист, я ненавижу его. Они расстреляли моего отца. Расстреляли, я говорю правду. Er sagt jetzt, dass Sie seinen Vater erschossen haben. Wann? Когда был расстрелян твой отец? После революции, в 19 году. Они его в офицерском заговоре обвинили. Я потом в детском доме рос. Как твой фамилия? Авилов. Авилов. Я бы вам документы показал, да все в поезде сгорело. Интересная ситуация.
Im Jahre 1919 hatten die Roten seinen Vater der Teilnahme an einer Offiziersverschwörung beschuldigt. Aha. Er soll seinen Vater jetzt rächen. Господин майор дает тебе возможность отомстить за свой отец. Ты должен расстрелять этот человек. Erschieß ihn. Bitte. Ну, стреляй. Стреляй, сволочь. Я и не знал, что ты белогвардейский последуешь. Давай стреляй, слизняк проклятый! Трусишь, офицерский ублюдок. Дали б мне возможность, я бы тебя первого из этого пистолета! Ну! Чего ждешь, заячья душа? Стреляй! Стреляй, сволочь! Стреляй! Дозвольте мне, ваше благородие. Я сумею. Майор Данович сказал, что ты есть молодец. Он приказал подарить тебе свободу. Ты должен идти в Петербург и всем говорить о силе и мощи германской армии. Понял? Да. Мы скоро будем в Петербурге. И ты сам можешь говорить благодарность майор Данович, который есть настоящий тевтонский рыцарь. Иди. Ханс? Komm. Важное у тебя задание, майор. Знаю. Нужно, чтобы твой участок был заминирован как можно скорее. Это самое опасное направление. Ясно, товарищ полковник. Ну тогда добрый путь. Не исключено, что немцы попытаются прорваться в Ленинград с юга. Поэтому ваш батальон направляется к Луге. Будем создавать новую линию обороны. Так. Картина проясняется. Старший политрук, у вас инженерное образование? Да нет. Попал после призыва в сапера, да так и остался. А на гражданке чем занимались? Музеем Ленина заведовал. Наш политрук на Халкинголе воевал. Медаль имеет. Вот как. Да. Что ж это удивительно? Вы же воевали с белофинами, тоже награждены? Справки наводили. Нет. Такой возможности не имел. Но в политуправлении справлялся. Нами тоже не безразлично, под чьим началом батальон будет действовать. Военная резиденция Гитлера в Восточной Пруссии, в Растенбургском лесу,
именовалась в официальных документах ставкой фюрера. Сам же Гитлер предпочитал называть ее романтически «Вольфшанце», что означало «логово волка». Альтер, разрешите начать с действий группы армии «Центр». В ближайшие дни нашим войскам удастся полностью разбить силы противника, сконцентрированные между Минском и Смоленском. Я уверен, что... Почему вы начали свое сообщение с центральной группировки? Я хочу знать, что на севере, у Лейба. Петербург для нас главная цель. Наступление на севере, мой фюрер, продолжается успешно. За исключением района Либавы. Дело в том, что здесь русские предприняли контратаки. Полагаю, если бы действия нашей авиации... Мой фюрер, я прошу прощения за опоздание, я немедленно оправдаюсь. Перед вами различные районы Петербурга, которые удалось сфотографировать моим летчикам. Целые участки города меняют свое лицо из-за камуфляжа. Вот другие фотографии. На подступах с юга русские не ждут опасности. С Петербургом надо кончать и как можно скорее. Русское окно в Европу, самонадеянно прорубленное Петром, должно быть наглухо забито. А Балтийское море должно стать только нашим, немецким. Мой фюрер, я не уверен в том, что наступление наших войск на Петербург будет продолжаться теми же темпами, что и сегодня. Рано или поздно русские поймут наш замысел. Фантазия, Гальдер. Они во власти своих традиционных представлений. Они ждут основного удара с севера, со стороны Финляндии. Там у них укрепления, войска. Это подтверждают даже снимки Геринга. А с юга для нас путь открыт. Тебя кирками и лопатами цари копали до темна, и всю горячими осколками тебя засеяла война. Не раз тебя глушили взрывами, не раз вздымали до небес. Из тех осколков мог бы вырасти давным-давно железный лес. Моих друзей, моих товарищей ты укрывала словно мать, и столько их на землю падало, чтоб никогда с нее не встать. И бесконечными дорогами мы шли невесело пыля, а ты им вслед глядела горестно, моя родимая земля. За все, что в жизни ты изведала, что пронести смогла сквозь дым, тебе я низко по обычаю поклоном кланяюсь земным. Опять из пепла возрожденные бои поднимутся поля. Моя судьба непобежденная, моя родимая земля.
Скорее, 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 ребята, засыпайте, засыпайте. И здесь равняй, равняй, чтобы незаметно было. Отметь здесь. И вон там, вон. Товарищ майор, когда все закончим, разрешите мне здесь на грузовичке проехать, на виду у немцев. Опасно. Зато они наверняка поверят, что дорога не заминирована. Разрешите обратиться, товарищ майор? Командир батальона Горелов. Батальона? Не вижу никакого батальона, лейтенант. Где занимаете позиции? Мы отступаем. Вот закрыть бы проход, чтоб знали, впереди враг, позади мины. Откуда? Из-под Риги. Я спрашиваю, когда соприкасались с противником в последний раз? Соприкасались с противником в последний раз под островом. А на меня крыситься нечего, я не немец. На врага надо было злость иметь. Чем командовали? Взводом, ротой, батальоном. За какие подвиги такое быстрое продвижение? Немец помог. Ротного убили, стал ротным. Комбата убили, стал комбатом. Так почему же вы здесь, коль такой смелый? Я стою сейчас перед вами, товарищ майор, потому что там не устоял. Больше мне сказать нечего. Сколько с вами людей? Весь батальон. Только в батальоне осталось меньше, чем должно быть в роте. Остальные лежат и больше не встанут. Сейчас ваших людей покормят и проведут в тыл на переформирование. Идите. Я не за продовольствием пришел. Мне доложить надо. Тут у нас один гражданский есть, в лесу подобрали. Говорит, задание у него важное. Приведите. Есть? Товарищ Звягинцев, ну как вы могли ему сказать такое? Что? Насчет того, чтобы закрыть проходы в минных полях. Зря придираешься. Закрыть или открыть проход зависит не от меня. Верно. А вам действительно не жаль этих людей? Дело не в жалости. Я военный человек и мыслю по-военному. Меня учили, кормили, одевали и обували за счет народа, чтобы, когда надо, я защитил свой народ от врага. Если оказались не в состоянии, ведь не исключено, что и нам придется отступать. Тогда как? Тогда смерть. А вы их мертвых считали? Мало думаете, их в землю легло? Товарищ майор, нельзя так о людях говорить. Я на этих днях с десятками бойцов из тех, что отступали, переговорил и понял. Ну и какое же ты открытие сделал, скажи? Простое. Очень простое. Пока что сильнее нас, фашист. Слишком велик перевес. Но пройдет время, люди научатся воевать и отступать без приказа. Будут только трусы. Я не понимаю тебя, старший политрук. Враг в Ленинград прет, а ты оправдания ищешь. В Ленинград врага не пустит. А вам не кажется, что этот лейтенант совсем не похож на тех отступленцев, с которыми мы встречались еще день-два назад? Его уже агитировать не надо. Он свой университет в боях прошел. Так? Извините. Товарищ командир. Это вы? Анатолий? Это хорошо, такое совпадение. Мне нужно как можно скорее в Ленинград. Я выполняю важные секретные задания. А Вера? Где Вера? Вы же были в Белокаменске вместе. В данную минуту я ничего не могу говорить о ней. Я выполняю секретные задания. Пока не выполню его, ничего не могу говорить. Откуда? Из Либавы. А немецкий автомат? У немца одолжил. Товарищ старший политрук, разрешите у вас остаться? Идем к комбату. Что такое, Маша? Мам. Толя! Толя! Толя!
Текст сообщений Кравцова не спутали? Это очень важно. Нет, что вы. Вроде все как рассказали. В конце надо расписаться. Значит, вас разбомбило вот здесь. А вы не могли бы показать, где утопили чемодан? Где-то здесь. Я еще запомнил вблизи остатки какого-то сооружения. Это уже хорошо. Настоящий чекист был Вася Кравцов. Спасибо тебе. Обо всем, что было, о нашем разговоре никому ни слова, даже отцу и матери. Понимаю. Не спишь? Нет. Послушай, Толя, я хочу спросить тебя. Эта девушка, Вера Королева, она тоже благополучно вернулась? Но ты уже спрашивал, и я... Когда вошли немцы, вы были вместе? Да, вместе. Я защищал ее. Я дрался с немцами. Ты понимаешь, дрался. Я ничего не мог сделать, их было много. Меня выволокли, заперли в сарай. Я задыхался от боли, меня рвало. А Вера? Она осталась у немцев. Папа, я же ничего не мог сделать. Меня убили бы. У меня было важное задание. И я выполнил его. Выполнил. Да-да, разумеется. Стреляй, сволочь! Подогрею. Никогда вас вовремя не дождешься к столу. Что нового в институте? Занят по горло. Один в комитете остался. Уточняю списки ушедших на фронт. Снимаю из комсомольского учета. Кто-то все ведомости перепутал. Боюсь, что на фронт меня и не отпустят. А ты действительно собираешься на фронт, Толя? Я не понимаю твоего вопроса. Видишь ли, мне начинает казаться, что для тебя в любой ситуации есть альтернатива. А я думаю, что в жизни каждого человека должны быть такие моменты, когда возможности второго решения нет. К чему эти высокие слова? И вообще, твоя подозрительность меня оскорбляет. Я действительно не узнаю тебя, Анатолий. В меня уже стреляли. Я знаю, как это делается. Толя, я Говорит хочу... штаб местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Тебе, я вижу, не терпится получить на меня похоронную и стать отцом героя. Федя, идем скорее в бомбоубежище. Слышишь? Никуда я не пойду. Федя, опомнись. Я сказал, не пойду. Не желаю прятаться. Плевал я на этих проклятых фашистов. Петров Василий Игнатьевич. Я против. Это лучший прессовщик. А у нас, товарищ директор, плохих тут нет. Ну как, отложим? Отложим. Королев Иван Максимович. Ты что, смеешься? Не пущу! Что значит не пущу? А то и значит, не пущу! Алексей Александрович, заступитесь. Здравствуйте, товарищ. Они готовы отправить на фронт весь завод. Можно подумать, что мы примусы здесь делаем. Но чем вы здесь занимаетесь, теперь уже и немцам известно. Вот боевой листок. С фронта политработники прислали. Посмотрите. Один ваш КВ
выдержал бой с 10 немецкими танками. Вот это по-кировски. Хорошо. Ну а часть рабочих придется отпустить. Положение на фронтах крайне тяжелое. Обком партии принял решение о формировании добровольцев. Назвать их предполагается дивизиями народного ополчения. Вот ответ кировцев. 15 тысяч заявлений. И будет еще. Ну а завод, ваше основное производство, правительство предлагает свернуть. Оборудование срочно вывозить вглубь страны. Это, конечно, относится и к другим предприятиям города. Значит, Кировскому конец. Нет, товарищи. Разве можем мы себе представить наш город без этих корпусов, без Красного Путиловца? У нас должно хватить сил и здесь для нужд фронта, и там, на Урале, чтобы второй Кировский был не хуже Ленинградского. Ну а Ивана Максимовича мы все же просим партком отпустить. Военный совет намерен назначить его в одну из дивизий народного ополчения. Комиссаром. Я же вам еще раз повторяю, папаша, что принять вас в ополчение невозможно. Не имею чести быть вашим родственником, молодой человек. Соблаговолите мне, к кому мне надлежит обратиться? То есть в каком смысле? Я спрашиваю, какое руководящее лицо занимает здесь вышестоящее положение? Здесь комиссар дивизии, но я вам повторяю, уважаемый, Не трудитесь, что... не трудитесь. Честь имею. Простите, что я к вам без разрешения, но ваши командиры абсолютно... Что-нибудь о Вере? Да? Ваш сын вернулся? Что с ней говорите? Мой сын вернулся. А Вера? Позвольте, я сяду. Конечно. Садитесь. Садитесь. Ваша дочь осталась у немцев. Как осталось у немцев? Они возвращались в Ленинград. Их поезд попал под бомбежку. Потом немецкие танки, они попали в плен. Анатолию удалось бежать. Но я к вам по личному делу. Заявлением. К оформлению в третьей части. Вы ведь комсостав? Откажут. Я не комсостав. Ну что ж, все правильно. Вы снят с учетом. Не обучены военному делу. Я архитектор и инженер, и, смею заметить, вполне обученный. И не сомневаюсь, что вам понадобится не только те, кто умеет колоть этим штыком и стрелять из пушек. Ничего не могу сделать. Видно, действительно никому не нужен необученный старик. Строительное дело знаете? Помилуйте, я построил столько домов. Но сейчас дома не строят, а разрушают. Я вас спрашиваю, в фортификационных вопросах разбираетесь? Каждый элементарно грамотный архитектор обязан. Пройдите в строевой отдел на второй этаж. Спасибо. Благодарю вас. Для объединения войск сформирована Лужская оперативная группа во главе с генералом Пядышевым. Военный совет решил укрепить Лужскую группу.
резервной дивизии, сняв ее с Петрозаводского направления. Еще 2 дивизии 10-го механизированного корпуса сняты с Карельского перешейка. Кроме того, в ваше распоряжение поступают курсанты ленинградских военных училищ, полк артиллерийских курсов, зенитный дивизион. Должны подойти танки. И все же сил у нас недостаточно. Мы вынуждены крайне растянуть участки обороны, а на менее важных направлениях ограничиться наблюдением небольших отрядов. Положение тяжелое, знаю. Но больше военный совет дать не может. Резервы исчерпаны. Потому мы должны срочно вводить в бой части народного ополчения. Разрешите, товарищ маршал? Да. Я считаю, что при столь растянутых участках и нехватке войск справа от меня, здесь только саперный батальон, должна стоять кадровая часть, а не ополченцы. Дивизия народного ополчения является дивизией лишь формально. Так. Может, спросим мнение комиссара дивизии народного ополчения? Дивизия не отступит. А мне этого комиссара мало. Ты сколько времени в армии? 2 недели. Не считая гражданской. Вот. Когда танк на тебя полезет, да сверху еще авиация прижмет, вот твои 2 недели и скажутся. А когда твои бойцы побегут, тогда уж никакая агитация и пропаганда не поможет. Как вы можете говорить так, товарищ Чорохов? В эту дивизию Ленинград послал своих лучших сыновей. Разрешите, я сам отвечу. Может быть, вы, товарищ полковник, Минск и Ригу отбили? Псков отстояли? Может быть, людей наших, которые под немцев попали, из неволи вызволили? Товарищ маршал. А вы, полковник, фактом в лицо смотрите. Можете с врагом сами управиться. Действуйте. У нас на заводах работы хватит. А нет, так принимайте помощь. А кто чего стоит, покажет бой. Ну вот и объяснились. Народное ополчение — огромная помощь фронту. И забывать этого нельзя. Все, товарищи, по коням. Главное, артиллерию держи в кулаке и выбивай танки. Ясно. Я же просил вас, братец, поаккуратнее. Я же с начальником обвеса за каждый гвоздь дрался. Будьте повнимательнее, пожалуйста. Я прошу. Как попал сюда архитектор Валицкий? Записался в ополчении, как все. Это неправильно. Он известен как крупный специалист, и брать его на фронт не было особой необходимости. Старик с характером. Я знаю. И тем не менее, отправить в тыл. Есть. Вот смотри. Здесь справа от меня займет оборону дивизии народного ополчения. Здесь я оседлаю основное шоссе и железную дорогу, идущую из Пскова. А вот здесь будешь стоять ты. Сколько у тебя пулеметов? 3 ручных. Тещины блины приехали или на войну? На 300 штыков 3 пулемета. А у нас и штыков нет, товарищ полковник. Саперам карабины положены. Положено, положено. Много чего нам положено. Ладно, 3 станковых пулемета я тебе дам. Прибудут свежие стрелковые подразделения, сменим. Не прибудут, будете стоять со своими саперами насмерть. Стоять до последнего человека. И запомните, не устоите, пропустите фашистов. Считайте, что вас уже нет на свете. Товарищ полковник, может быть, вы нам объясните, что случилось? Значит, еще не знаете. Вчера немцы Псков взяли. Ставкой образовано новое направление, северо-западное. Главкомом назначен маршал Ворошилов. Теперь ясно? Ясно. Давай, разговоров.
Суровцев, прикажи никому не стрелять. Есть не стрелять. Соедини со всеми ротами. А если они все-таки, черт возьми, Дай все роты. не полезут в эту ловушку? Первое. Полезут. Должны. Сотый будет говорить. Готово. Я сотый. Передайте по взводам, без моей команды не стрелять. Есть! Без приказа не стрелять! Без приказа не стрелять. Передать дальше. Без приказа не стрелять! Без приказа не стрелять! Без приказа не стрелять! Стреляй без приказа! Ну что ж ты встал? Видишь, все тихо, спокойно. Дорога свободна. Ну. Заводи на первый. Сработала ловушка, товарищ майор! Сработала! Рано радуешься. Сейчас начнется. Что? А я говорю, держись! Ленинград за тобой! Ну и хорошо, что знаешь. Раздержись! Куда вы? Куда? Назад! 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 Держаться! Держаться, ребята! Ленинград за нами! Приготовить бутылки и гранаты! Товарищ майор, вас первый. Слушаю, товарищ первый. У нас нормально. Спасибо за пушки. Здорово нас выручили. Танки пошли влево, в сторону ополченцев. Прошу тебя, поезжай к ним. Помоги, если что. И заодно предупреди, что немецкие танки пошли к ним в обход. Товарищ майор, молодец, Разговоров! Сработала твоя машина. Ну как ты? Ничего, только вот гимнастерку попортил. Поехали к ополченцам. Есть.
Ну что, майор, испугался, что не управимся? Как видишь, держимся. Комдив прислал. Приказал предупредить, танки в обход пошли к вам. А вон видишь, уже прут. Придется вот этими вот игрушками. Только не верят бойцы, что загорятся от них танки. Танки справа! Убили Серегу. Не видать им больше Петроград со стороны. Да и нам хана. Гори! Гори! Ай, товарищи! Танк от бутылки горит! Горит! Фашистская сволочь! Давай, ребята! Давай их, мать! Давай! Пожалуйста, извините, мне не допросите. Наши танки! Наши! Наши! Кировские! Кировские! Со мной! Ура! Полковник Родин. Вовремя подоспели. А то туговато нам стало. Да и вы, я смотрю, натворили здесь дел. Ничего. Помяли мы им бока. Он горят. Запомнят этот день фашисты. При мне собирали. Ну как, не подводит? Хорош танк. Да? Фашистские снаряды его не берут. Мечтаю до Берлина на нем дойти. Дай бог! Дай бог! До Берлина было еще очень далеко. Но в эти июльские дни бойцы и командиры кадровых частей и дивизий народного ополчения встали на пути вооруженного до зубов противника, намеревавшегося сходу преодолеть Лужский рубеж, и вынудили его почти на месяц перейти к обороне.
Тем самым было выиграно время для укрепления подступов к Ленинграду.